Сегодня покажу вам сразу два отличных варианта на обед, где сначала легкий суп из курицы, а затем наваристый овощной суп. Для первого рецепта беру один куриный окорочок и кладу его в кастрюлю объемом 2 литра, после чего заливаю холодной водой, ставлю кастрюлю на огонь и жду до закипания. Пока вода греется, возьму рис и промою его в холодной воде несколько раз. Напишите в комментариях, какой рис вы обычно выбираете для первых блюд – круглый или длиннозернистый. Как только вода в кастрюле закипела, сливаю первую воду. Заливаю мясо, снова чистой холодной водой, кладу лавровый лист и несколько горошин душистого перца для аромата. Накрываю кастрюлю крышкой, а после повторного закипания обязательно снимаю всю пенку и варю курицу еще примерно 20 минут до полной готовности. Пока варится бульон, ставлю сковородку на плиту, наливаю немного растительного масла и мелко нарежу одну небольшую луковицу. Высыпаю лук в сковородку и пока он обжаривается на среднем огне, подготовлю морковь. Нам понадобится половинка моркови, больше не беру, чтобы не перегружать суп. Нарежу ее ломтиками. Высыпаю морковь к луку и продолжаю обжаривать. Когда овощи полностью приготовились, снимаю сковородку с огня и отставляю в сторону. Наша курица к этому времени уже сварилась. Достаю ее из кастрюли и оставляю на тарелке, чтобы она немного остыла. Чуть позже отделяю мясо от кости и для удобства нарежу его на небольшие кусочки. В кипящий бульон высыпаю промытый рис, и пока он варится, а на это уйдет буквально 5 минут, нарежу одну небольшую картошку кубиком и сразу высыпаю в кастрюлю к рису. Вот на этом этапе немного посолю бульон, но вы обязательно попробуйте его в процессе и ориентируйтесь на свой вкус. Пока варится картошка с рисом, это займет еще примерно 10 минут, я нарежу свежий кабачок. Нарезаю его некрупным кубиком, примерно такого же размера, как и картофель, чтобы в тарелке все смотрелось гармонично. Когда картофель дошел до почти полной готовности, проверяю рис на мягкость и высыпаю кубики кабачка в кастрюлю. Следом за кабачком отправляю в суп готовую пассировку из лука и моркови. Примерно через 3 или 5 минут высыпаю в кастрюлю нарезанную отварную курицу. Огонь на плите все это время держу средний или даже ниже среднего, чтобы бульон лишь слегка побулькивал, а не кипел слишком сильно. Нарезаю свежую зелень. Попробуйте суп на вкус. Вы можете добавить еще немного соли или ваши любимые специи для первых блюд, чтобы сделать его еще более ароматным. Получается отличный суп на курином бульоне на каждый день. Список продуктов для этого и следующего рецепта вы найдете в описании под этим видео. Переходим ко второму рецепту, и это будет вкусный густой овощной суп. Начнем с обжарки овощей. Сначала подготовлю лук, очищаю его и нарезаю небольшими кубиками. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне и отправляем туда лук. Он должен начать немного золотиться и стать прозрачным. Это сразу же добавит нашему будущему супу насыщенности. Следующий шаг – это морковь. Очищаю, нарезаю кубиком и добавляю к луку. Теперь берусь за баклажан. Промываю его, нарезаю крупными кубиками и отправляю на сковороду к остальным овощам. Баклажан впитает в себя немного масла и станет мягким, что добавит нашему супу яркий вкус.
сладкий болгарский перец промываю. Разрезаю пополам, убираю семена и белые внутренние перегородки, а затем нарезаю его крупными кубиками. Отправляю перец к остальным овощам на сковороду. Если вам нравится это видео, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений и будете одним из первых, кто увидит каждый новый рецепт на моем канале. Беру спелый помидор, нарезаю его кубиком и добавляю в сковороду буквально на 1 минуту. Помидор сразу даст легкую приятную кислинку и выделит сок. Но мы не будем тушить его слишком долго, чтобы полностью сохранить этот свежий летний вкус. Теперь, когда овощи обжарились до нужной консистенции, отставляю сковороду в сторону и займусь картофелем. Я очищаю его и нарезаю кубиками. Вода в кастрюле к этому времени уже вовсю закипела, так что добавляю туда весь картофель. Пока картошка варится, я беру красную чечевицу и хорошенько промываю ее. Люблю использовать в рецептах красную чечевицу, потому что она варится быстро и придает любому супу бархатную текстуру. К тому же чечевица богата растительным белком и клетчаткой, а это всегда огромный плюс для здоровья и отличный вариант для тех, кто выбирает правильное питание или соблюдает диету. Как только она попадает в кастрюлю, суп получается гораздо сытнее и наваристее, но при этом он остается легким и питательным. Как только картофель в кастрюле станет чуть мягче, добавляю промытую чечевицу в кастрюлю. Она сварится очень быстро, буквально за 5 или 7 минут. Теперь самое время переложить в кастрюлю все наши обжаренные овощи со сковороды. И сейчас делюсь с вами своим главным секретом. Добавляю в бульон ароматную смесь прованских трав и специй для первых блюд. Прованские травы, в составе которых есть немного тимьяна, розмарина, орегано, создают аромат, который просто идеально сочетается с чечевицей и тушеными овощами. А в составе моих специй для первых блюд входит еще и немного сушеного чеснока, что делает овощной бульон невероятно аппетитным. Последний штрих – это свежая зелень. Добавляю в суп, даю ему закипеть и снимаю кастрюлю с огня. Обязательно после выключения огня подержите готовый суп под плотно закрытой крышкой еще минут 10 перед тем, как наливать его в тарелку, чтобы все вкусы окончательно объединились между собой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!